Hot W9. Флагманский робот-мойщик 2025 года. Когда видишь его на окне, так и хочется крикнуть. Мочи их, капитан! И он действительно начинает мочить, причем конкретно. Буквально заливает стекло из двух распылителей на разных сторонах корпуса. И это еще не все достоинства Hot W9, ведь у него подпружиненные датчики касания, которыми он находит края рамы. Адаптивная сила всасывания, чтобы надежно держаться на любой поверхности. Скрипки перед гусеницами. Где вы еще такое видели? А какая у W9 комплектация? Просто песня. Но об этом поговорим уже после фирменной заставки Best Robot. Коробка, в которой приезжает робот, выглядит максимально скромно, но не спешите снимать звездочку на маркетплейсе, ведь внутри нас ждет вот такой крутой кейс, в котором находится много чего интересного. Мойщик окон, красивый, с защитной пленкой. Часть шнура питания с адаптером и штекером под гайкой. Вторая часть шнура питания, на этот раз с вилкой. 3 запасные салфетки, еще одна установлена на мойщике. Миниатюрный пульт без батареек, придется сгонять в магазин. 4 форсунки на замену. На самом деле не так уж много, учитывая, что у робота 4 распылителя. Пузырек с носиком. Он пустой, моющее средство нужно покупать отдельно. Гайд по быстрому запуску на английском языке. Книжечка-инструкция на разных языках, включая русский. Комплект поставки по современным меркам выглядит адекватно, даже запчасти положили. Сменных салфеток на момент подготовки обзора в продаже нет, но по идее они должны будут появиться в ближайшее время. По поводу выполнения гарантийных обязательств нужно обращаться к продавцу, либо к официальному дистрибьютору. В характеристиках самое любопытное количество распылителей. По 2 впереди и сзади, а также адаптивная сила всасывания. Стоимость на текущий момент варьируется от 20 до 25 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Первая интересная особенность Hot W9 – рукоять, которая задвигается в корпус. Благодаря такой конструкции высоту мойщика удалось снизить до 83 мм без ущерба эргономике. Кнопка «Пуск» попадает под большой палец. Можно снимать с окна одной рукой. Еще на ручке наблюдаем индикатор состояния и логотип. Остальное пространство с лицевой стороны занимает большой бачок объемом 150 мл. Горловина широкая, можно даже из-под крана набирать. Из рукояти выходит мощный провод, к которому впоследствии присоединяется страховочный трос. Грамотное решение, помогающее избежать запутывания проводов на окне. В этом месте желательно поставить лайк и прожать кнопку подписки, чтобы как можно больше людей узнало, насколько крутые у хат-инженеры. По бокам у мойщика подпружиненные бамперы. С их помощью он понимает, что доехал до края окна. Кроме того, в каждый бампер встроено по 2 распылителя. В теории Hot W9 должен обильно поливать воду на окно, а как это будет выглядеть на практике, узнаем позже. Подошва у робота плавает, чтобы прилегание к поверхности было плотным. Еще и сила всасывания автоматически меняется в диапазоне 1850-3000 паскаль. Гусеницы гладкие, зато перед каждой установлены скрипки, убирающие со стекла лишнюю влагу. Очередное креативное решение производителя. Угловые датчики стандартные, но кроме них добавили датчики подсоса воздуха. Видимо, они срабатывают, если салфетка закреплена неправильно. Сама салфетка сделана оригинально. Инженеры старались максимально использовать площадь подошвы, поэтому вместо одного большого выреза сделали 3 маленьких. Рабочая поверхность микрофибры увеличивается, а вместе с ней должна возрасти эффективность уборки. В процессе подготовки мойщика к работе нам предстоит соединить части шнура питания в единое целое и воткнуть его в розетку. Все разъемы уникальны, запутаться невозможно. После переключения тумблера под днищем появляется синяя индикация. Страховочный трос нужно обязательно привязать к батарее, просто на всякий случай. Еще нужно залить воду либо моющее средство бачок. Пузырек уходит полностью и остается еще больше половины свободного места. Но прежде чем оценивать интенсивность смачивания, разберемся с управлением. Пульт фирменный со стандартным расположением кнопок. Можно поиграться джойстиком, зажимая кнопки со стрелками.
Но проще жмакнуть кнопку по центру, чтобы HW9 самостоятельно зачистил все окно. Кнопка с изображением распылителя, как нетрудно догадаться, включает влажную уборку. Индикация она не обозначается, так что нужно вслушиваться в невнятные голосовые подсказки. X1 запускает еще один цикл уборки по всей поверхности, а змейка — уборку зигзагами сверху вниз. Ну и кнопка с разрезанной окружностью. Это локальная уборка для отмывания самых коварных загрязнений. Мобильного приложения у этой модели нет, и не могу сказать, что для меня это недостаток. По-моему, пульта более чем достаточно. С управлением разобрались. Пора с ужасом посмотреть на самое грязное окно в мире и посочувствовать роботу, которому придется его отмывать. Держись, HW9, мы в тебя верим. Запускаем сухую уборку, чтобы собрать с поверхности пыли. Мойщик отправляется вверх и сразу же оставляет за собой обработанную полосу стекла. Обратите внимание на четкую линию, отделяющую чистую зону от грязной. Несмотря на небольшую площадь окна, HW9 сумел отманеврировать в угол, а затем пошел зигзагами вниз. На первый этап уборки роботу понадобилось 3 минуты. Учитывая изначальное состояние стекла, результат хороший. Вдоль штапиков остались комки пыли, а в разных местах грязные полосы, пятна и точки. Все это предстоит ликвидировать на втором этапе. Микрофибра стала темно-серой, а местами коричневой. Отправляем ее в раковину, заряжаем свежую салфетку и запускаем влажную уборку. Робот заезжает в верхний угол, пристраивается к раме и спускается вниз зигзагами. Во время уборки задействуют распылители с обеих сторон, в зависимости от направления движения. Интенсивность смачивания действительно высокая. Вода стекает вниз ручейками. Обычно производители предостерегают от разбрызгивания такого объема влаги. Боятся, что робот будет проскальзывать или падать. Но у HAT с этим никаких проблем. Траектория движения четкая, никаких сбоев навигации. Стекло выглядит чистым. Точек и пятен не видно, но разводы еще остались, поэтому решил запустить дополнительный цикл сухой уборки. Мойщик пробежал сверху вниз, отполировал поверхность, устранил большую часть погрешностей. К уборке основного пространства претензий нет, тут все почти идеально. В пределах 1,5 сантиметров у левого края рамы так и остались комки пыли. У правого края мойщик отработал более качественно. И с чем это связано, непонятно. Если есть какие-то догадки, можете поделиться в комментариях. Угловая зона в радиусе 2 сантиметров тоже не домыта, что характерно для всех мойщиков окон, независимо от форм-фактора. В целом, качество уборки я бы оценил как высокое, особенно учитывая скорость мытья. Уровень шума у HW9 стандартный, до 75 дБ внутри помещения. И в пределах 60 дБ, когда работает снаружи. Но этот показатель будет зависеть от особенностей стеклопакета. Дополнительно я, как обычно, проверил навигацию в разных режимах. Все прошло без сюрпризов. В режиме «Змейка» робот заезжает в правый верхний угол и оттуда начинает проходить окно вертикальными зигзагами. Режим X1 – классическая уборка поперечными зигзагами, начиная с верхнего угла. А еще есть режим локальной уборки. В нем робот 4-жды проходит вверх-вниз участок, на котором находится в данный момент. Тесты HW9 прошел отлично. Необработанных зон не оставил, вдоль штапиков двигался плавно, без затыков. Траектория уборки всегда логичная и предсказуемая. С другими поверхностями тоже все четко. Безрамное зеркало помыл уверенно. Датчики поверхности срабатывают своевременно, падений не было. Качество уборки стандартное. Пыли нигде нет, а небольшие разводы все-таки остались. По плитке в ванной комнате катается уверенно. Шероховатая фактура и стыки не мешают. То же самое касается стекла в душевой. В ходе тестов попыток суицида не зафиксировано. Но если робот все-таки решит свалиться вниз, предусмотрена двойная система безопасности. Во-первых, при отключении электричества HW9 переходит на встроенный аккумулятор и продолжает висеть на стекле еще 20 минут. Во-вторых, если вы не успеете перенести его в безопасное место, предусмотрен страховочный трос, причем он прорезиненный, чтобы не оторвалась рукоятка. В общем, производитель продумал каждый нюанс. О дорогостоящем помощнике можно не беспокоиться. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Подведем итоги.
HW9 оправдал ожидания и определенно стоит своих денег. Робот порадовал качеством сборки и материалов. Чувствуешь, что держишь в руках вещь, сделанную для людей, а не только продукт для получения прибыли. Управление интуитивно понятно. Навигация во всех режимах четко, даже несмотря на небольшие размеры окна. Распыление действительно интенсивно. Помощь роботу явно не нужна. Единственный минус – нет индикации влажной уборки. Основное пространство робот моет быстро и качественно. На периферии, как и у других мойщиков, бывают погрешности. Оптимальная локация – дом с фасадным остеклением или квартира с большими глухарями. Хотя и на маленьких окнах робот маневрирует нормально. По сочетанию цены и качества HW9 – топовый мойщик, который обязательно займет одну из верхних строчек в рейтинге мойщиков окон, который я регулярно обновляю в телеграм-канале. Не забудьте зайти и подписаться. Лайк под роликом тоже приветствуется. А на сегодня у меня все. Пока-пока, и пусть ваши окна всегда будут чистыми.